Одна неделя, 5 историй, 10 минут, чтобы их рассказать. Вы должны быть в курсе, чтобы не оказаться в дурацкой ситуации. Ой, а что случилось? Лайкните, пожалуйста, этот ролик, и мы начнем с истории про трубу. Всю неделю российские СМИ превозносят операцию «Поток» – проход по трубе российских военных в Курской области. Операция «Ы». А параллельно выясняется, солдаты, которым удалось дойти до конца и выйти у Суджи, лежат в госпиталях с тяжелым редким диагнозом, проявившимся лишь через 3 дня после операции. Пневмонит. Воспаление легких от паров и ядовитого газа. Несколько человек получили ожоги, когда газ вспыхнул. Еще несколько человек отравились. Наглотавшись газа, у кого-то дошло до полной дезориентации и галлюцинаций. Вот свидетельство из первых рук. При маленьком содержании кислорода у тебя могло начаться галлюцинации. То есть некоторые ребята видели кошечек, собачек перебегающих. Не, я, конечно, не военный эксперт, но давайте вместе будем рассуждать логически. В трубу зашли, по разным данным, от 600 до 800 военных. Согнувшись или даже ползком, они передвигались 2 дня. Еще 4 дня они сидели в трубе без еды и воды. Есть свидетельство, что собирали конденсат пополам с мазутом со стенок и смачивали этим губы. Кислорода мало, паров метана много, а в итоге обмороки, галлюцинации. Чтобы выжили, особо тяжелых пришлось вводить в медикаментозную кому. Надышались этим газом и упали в обморок. Короче, нас достали, пацаны, успели вовремя. Короче, нас ввели в искусственную кому. И, короче, судороги у нас очень сильные были. Потом, когда очнулись уже в больнице, мы не помнили этот день, что с нами случилось. И вот такие солдаты выходят в тылу врага и начинают штурм Суджи. Той самой, которую не могли отбить больше полугода. А у этих все получается, да? Серьезно? Нет, конечно. Вот и московский комсомолец со слов очевидцев рассказывает. Трудно представить, что бы с ними было, если бы с большой земли не пробивались основные силы. Если ничего с фронтом бы не сделалось, нас, они могли бы, задавить бы, так как все равно силы были неравные, как бы не было. Что же получается? Операция «Поток» успешная с точки зрения пиара? Кажется, да. Так, например, считает военкор Романов. Операцию предложило одно очень любящее пиар-подразделение, пишет он. Ничего не подготовили. Будет ли спрос за тех, кто задохнулся? Обратили внимание, что на российских солдатах синие ленточки, как на военных ВСУ? Это, оказывается, была такая задумка, чтобы, когда вылезут из трубы, их тут же не перебили. Запутать хотели врага, но дали маху. Но мы не учли одного момента, то, что пройдя этот трудный путь, мы все были похожи на сомалийских пиратов, на жителей Конго и Зимбабве. Вот, и повязки, в принципе, никакие никому были не нужны, потому что и так было понятно, кто свой, а кто чужой. Вспоминается анекдот «Який же ты гарный украинский хлопец», ну и так далее. Не помните ничего, Путин как-нибудь расскажет. Он же анекдоты любит. А у нас на подходе следующий сюжет про мясорубку. Человек с мясорубкой на шее. Такой перформанс устроили белорусские силовики при задержании комика Артемия Останина. До задержания у парня еще и дреды были, но в милиции решили, почему бы не использовать стрижку в качестве унижения. Уже в России адвокат Останина заявила, что белорусские силовики вывезли парня в лес. Артемия пытали электрошокером и так били, что сломали ребра. Возможно, позвоночник, пострадали легкие. И вы, наверное, думаете, комик, говоришь? А задерживают как опасного преступника, террориста. Путаешь, наверное, что-то. Ничего подобного. Сейчас я вам покажу преступление Артемия Останина. Его посадили в СИЗО вот за эту шутку. Я шел в переходе, никого не трогал, чувствую, на ногу наступают, оборачиваюсь, говорю, можно аккуратнее, а сзади никого нет. Я думаю, все, шиза накрыла. Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Довольные собой белорусские силовики демонстрируют в Телеграме свой уровень юмора. Вот, дескать, рассказали при задержании ему пару шуток, и это уже не просто не смешно, это на редкость омерзительно. Если Останин за свою неуместную иронию расплатится с лихвой, то не в меру веселым палачам, скорее всего, ничего не будет. Разве что карма. Постой.
А при чем тут мясорубка на шее, спросит меня внимательный зритель. А это тоже шутка ментовская. Просто у Останина, оказывается, был еще скетч о том, что в российских регионах матерям погибших в Украине военных дарят мясорубки. Что правда. То есть, обратите внимание, кринжуют чиновники, а виноват юморист. Опять. Что бы еще такого запретить? А то норму по доносам не выполняем. Возможно, именно так подумали в организации «Ветераны России» и написали в Роскомнадзор и Министерство культуры. Давайте отменим турецкие сериалы. Они портят российскую демографию. Наши женщины насмотрятся, понимаешь, на героев сериала, а потом своих мужчин в грош не ставят и вообще предъявляют завышенные требования. Идею поддержал одиозный депутат Виталий Милонов. Правда, его не женщины волнуют. Милонов увидел в самой известной турецкой телеэпопее «Великолепный век» искажение истории. Все врут. Кровь лилась, христиан сжигали. Какой же это век великолепный. Но тут и дня же не прошло, как ситуацию подогрела депутат Елена Драпека. Какие глупости, говорит Драпека, не надо запрещать турецкие сериалы. Да, женщины смотрят на красивых мужчин. Так наоборот, завышенные требования делают россиян более ответственными. Вы, наверное, сейчас тоже думаете, им больше там в своей Госдуме заняться нечем, кроме турецких сериалов. И ведь это вы еще даже не знаете, что сейчас я вам пересказала вторую серию. Первая была в июле 24-го. Там все было ровно так же. Милонов запретит сериалы, Драпека не трогать сериалы. И обо всем этом пишет парламентская газета. В стране, которая ведет войну, людей сажают за шутки, а в экономике то инфляция, то кадровый голод, депутаты обсуждают турецкие сериалы. А самое удивительное, что их избиратели, скорее всего, думают, ой, пусть уже лучше сериалы обсуждают, лишь бы не приняли какой-нибудь новый дикий закон. Вот такие видео распространили в сети. Участники протеста в Белграде. Огромная толпа на улице в считанные секунды рассекается надвое, как будто в нее врезается конная армия, танки или над головами пролетел истребитель. Но нет ничего из этого, хотя, по словам очевидцев, эффект похожий. Почти все почувствовали приступ паники, а тревога не проходила несколько дней. Судя по всему, власти использовали против демонстрантов акустическое оружие, иначе говоря, звуковое, иначе говоря, инфразвук. И самое первое, что стоит о нем знать, это запрещенное оружие. Власти Сербии немедленно стали все отрицать. Более того, президент Вучич поручил расследовать, кто же это несет дезинформацию в народ. Ну а если вдруг будет доказано, что это и впрямь было звуковое оружие, тогда он готов покинуть свой пост. Ух! Но когда я прочла продолжение этой истории в четверг в новостях, я буквально поперхнулась. Исполняющий обязанности премьер-министра написал письмо с просьбой о помощи в расследовании инцидента. Знаете кому? Михаилу Мишустину, цитирую. «Считаю, что всемирно известные российские специалисты могли бы существенно помочь нашим службам безопасности определить степень умышленного искажения информации об использовании звуковой пушки, которую распространяет часть антигосударственной оппозиции». О, да, закрывать рот оппозиции. Тут российские специалисты действительно всемирно известные. Если эта история правда, то это уже совсем дичь. Вы готовы? В Ивановской области неизвестные похищают мужчин и насильно сдают их в призывные пункты, а потом отправляют на войну. Причем специально выбирают тех, которых обычно называют социально неблагополучные. Откуда родом вообще? Ивановска? Откуда родом? Фурманова. Откуда? Фурманов. Давай, все, побежали. Побежали. Давай. Вы, конечно, спросите, зачем таких отправлять на фронт? Неужели просто ради галочек, которые должны ставить в своих отчетах военкомы? Похоже, что не только ради этого. Мошенники похищают людей на фронт, делая это, чтобы получить миллионы, которые положены контрактникам. Оформили на них сим-карты, оформили на них счета, и там некоторые родственники не имеют доступ к личным кабинетам военных, а те, которые имеют, они видят, что им поступили выплаты федеральные 400 тысяч, но региональные не поступили. И мы подразумеваем, что эти деньги могли быть похищены организаторами этих похищений, организаторами этих схем. В схеме воровства контрактных денег может участвовать областная администрация. По свидетельствам родственников пропавших мужчин, именно оттуда мошенники получают списки людей, которых вроде бы и искать никто не будет. Логично, да, ее удивление и возмущение, что это глухая деревня, там, туда не ходит такси, там нет общественного транспорта,
но приехали люди конкретно в конкретные дома к конкретным мужчинам. То есть, очевидно, они знали, куда они едут, и они сказали, что эти списки им составили в администрации, списки тех, кого можно, скажем так, безбоязненно и относительно безнаказанно забрать и увезти там на войну. Журналисты издания «Верстка» подтвердили 6 случаев пропажи людей, которых позже обнаружили на призывном пункте или даже уже в воинской части. Но сколько таких в принципе может быть случаев, совершенно непонятно. Такие вот истории недели. Уверена, вам тоже есть что сказать. Комментируйте смело, но по возможности цензурно. За лайк отдельное спасибо. Ну а на канал же вы и так подписаны? Нет? Очень зря. Подписывайтесь. Мы работаем для вас.